Ты готов? А так? Слышишь? А так? Давай, get ready. А то тут немножко осталось. Давай, пока. Ну что, первый запуск всегда такой смешной. Я сейчас пойду вон туда. От солнышка осталось процентов 10. Ты записываешь? Ага. Я уже 15 минут записываю, но я снимаю в Full HD. Да, ты, пожалуйста, не упади с утеса. У нас с тобой планы. Быстрый рост подписчиков. Так же быстро, как ты упадешь, это видео наберет подписчиков. Я могу показать, что у нас творится. Вчера засыпало все снегом вообще. Фигачат снегопады, причем по жести. Это вам не Бали, знаете ли. Да у нас тут, видишь, тоже погодка не очень что-то. Я вдруг понял, что я люблю не только закаты, а вот это вот время после заката сразу. Когда солнце уже село, и все начинает чуть-чуть темнеть, но облака еще горят. Это прям супер красиво. Ну это совсем короткий период, ну типа минут 15. Да. Просто потом наступают сумерки. Ну у меня есть свет. Не, я к тому, что, допустим, я в сумерках плохо вижу. Именно несколько часов с утра и несколько часов, как бы вот после заката. Или не часов, там час, может даже полчаса. Ну, в общем, вот этот момент. То есть есть вот просто люди, я знаю таких чуваков, ни одного такого человека я встречал, у кого проблемы именно с сумерками. То есть и не у всех у них плохое зрение, то есть некоторые вот нормально видят, но когда сумерки, прям вообще вот, прям ты себя очень некомфортно чувствуешь, знаешь, как будто бы вот просто... Я не могу это даже объяснить. Ну, я понимаю, да, иногда у меня бывает, но не всегда. Чё, о чем мы будем общаться? У тебя есть план? План? Стёп, у меня планов громадье. Я человек, которому нельзя задавать вопрос, какой план. Потому что их такое количество, что прям даже страшно иногда становится. И это ужасно, Стёп. Я тебе могу сказать, что мне многие говорят, типа, Дима, блядь, какой у тебя есть сверхспособность, умение. А я такой сижу и думаю, а вы когда-нибудь думали о том, что вот, а что будет, если эта хуйня не выключается? Знаешь, как у тебя есть этот момент планирования, и люди думают, ты такой, типа, включил такой рубильник, попланировал, так, выключил его, выполнил планы, потом, когда надо, снова включил его. Но проблема в том, что тумблера нет, он не работает на выкл, он только на вкл, он все время включен. И это нифига не радостная хуйня на самом деле. Давай поговорим про как раз-таки вот эту тему с талантами, которые... И дары проклятия. О, знаешь, я тут с чуваками общался, я им скинул, значит, свой монокаст по поводу быть собой, помнишь? Что-то мы общались, и в какой-то момент появилась мысль такая, не помню у кого. У меня. Там была какая-то подводка у ребят, кто-то что-то сказал, и меня это прямо стригерило так хорошо. Я там рассказывал, что быть собой это на самом деле болезненный процесс, и вообще это нифига неприятно. Просто у многих есть предубеждение, что типа вот быть собой это такое, знаешь, типа режим, в который ты попал, и ты такой у-ху, типа я раскусил жизнь, знаешь, типа вокруг тебя там просто все только хорошее, твои ощущения максимально охуенные, ты такой, знаешь, типа на вайбе, такой, как в рекламе все время живешь, но на самом деле это вообще не так работает. И что-то вот, мы на эту тему говорили, а потом, знаешь, до меня дошло, как раз-таки из-за того, что это болезненный процесс, прям сильно болезненный, у тебя получается очень глубокая травматическая проработка, ну, то есть от твоего таланта получается такой продукт, который не может получиться ни с кого другого. То есть выходит так, что вот эта болезненность и то, что там твой талант, он на самом деле, то есть люди же думают, что если ты талантливый, то у тебя это так вот, знаешь, типа стелется такое. А на самом деле это ни хрена не так, и это больно чаще всего. Когда рожаешь, всегда больно. Да. И вот эти роды болезненные, я понял, зачем. Ну, то есть, боль это важный индикатор того, что ты делаешь что-то правильное. И вот этот, знаешь, это раздражительность, вот это как бы неприятие того, что ты делаешь, что это отторжение народившегося, скажем так, да, это на самом деле правильные процессы, которые позволяют тебе отделить зерна от плевел. И, у меня появилась такая мысль, да, что ли, я не знаю, как это правильно сказать. Я что-то такого не замечал. Не знаю, я прям замечал. Ну а ты бы чё? Ты бы мог, допустим, описать свой талант? Какой у тебя талант, Стёп? Чем ты талантлив? Который людям нравится или который мне нравится? И то, и другое, наверное, что-то. Таланты, которые люди от меня хотят, это чтобы я монтировал им видосы. Это, конечно, хорошо получается, но иногда это реально через боль бывает, это прям ужасно. Мне нравится монтировать самому себе. Вот это класс.
Это можно. И то я психую. Ну, видишь, как бы вот этот вопрос-то, что момент, что ты психуешь, он не означает, что это типа деятельность, которая тебе не подходит. Я вот к чему клоню. Я раньше всегда думал, что если меня что-то бесит, мне не нравится, да, вот прям до эмоций, вот до таких, до раздражения психов, то это типа индикатор того, что это, ну, не мое, да, то есть, что это мне не подходит, что это не моя деятельность. А сейчас я, знаешь, вообще просто у меня поменялась перспектива, я понимаю, что это вообще ничего не значит. Ну, то есть это не означает, что твои там плохие раздражительные эмоции во время того, что ты делаешь там. А это как бы явный показатель, что тебе нужно прекратить это делать и вообще там заняться только тем, что приносит удовольствие. Ну, то есть это же хуйня на палке вообще тотальная. По крайней мере, я это про себя заметил. То есть есть вещи, которые ценны. И да, ну, меня бесит вот там, вот подкасты эти делать, блядь, понимаешь, общаться с людьми, то есть меня напрягает это, ну, то есть, как бы тебе не было смешно, это мы с тобой еще друзья, понимаешь, я еще могу как-то. А, блядь, если вот представить себе каких-то других людей, то есть, ну, они меня напрягают все очень сильно. Причем, могу тебе сказать, что мне достаточно просто по телефону поговорить с людьми зачастую, чтобы все заработало и все. Но мне сильно не хочется это делать, понимаешь? И в процессе я испытываю максимально хуевые эмоции. Но вот понимаешь, что с этим делать? Я понимаю прекрасно, что, возможно, в детстве там или в юношестве, или там на этапе какого-то взросления своего я не прошел какие-то этапы примирения со своими вот этими навыками. Может быть, это, знаешь, вот в этом проблема, а не в том, что ты там можешь хоть как-то объективно определить, что твое, что не твое. И более того, ты же, ну, допустим, ты смонтировал видос, да? Ты же потом, ну, кайфуешь от него, нет? Ну, да. Я последние пару недель активно занимаюсь тем, что эксплуатирую все свои хотелки. Все, что хочу, делаю. Пытаюсь как бы освободить мозг, потому что все эти хотелки меня давят, что я вынужден работать и не могу заниматься своими делами. Ага. Уже почти месяц все из себя это вытаскиваю, и вот, кажется, почти докопался до дна. Я считаю, что мой, типа, главный талант — это музыку делать. Но мне сложно делать музыку. Ну, типа, я могу простые вещи делать, а что-то сложное, это же надо сесть, это надо заморочиться, придумать. Хотя в прошлый раз, когда я решился, надо сделать трек, просто сел, сделал трек, и классно. Пошел, сразу клип снял. Я разучился делать музыку. Типа, я знаю как, я умею, я могу сделать все от начала до конца, но я не могу сделать. Да, прекрасно я понимаю. В этом процессе надо вариться ежедневно. Поэтому, собственно, я снимаю какие-то гитарные видосы, чтобы начать вариться, чтобы начать этим просто на регулярной основе заниматься, чтобы раскачаться и разогнаться. Потому что я знаю, что если ты начинаешь снимать всякую фигню на YouTube, со временем ты начинаешь снимать классный ролик. Вот на самом деле никто не знает, но мой видос про дуриан, он для того, чтобы подготовить все заставки, переходы, музыку, концовки, достать это все, привести в порядок, откопать проекты. То есть сам видос, он очень быстрый, очень простой, 5 минут, а чтобы это все заработало красиво. Чтобы следующие видосы были классные, надо стиль делать, короче. Вот. Согласен. Тут получается, что, видишь, как бы ты пока делаешь что-то на YouTube, у тебя появляется еще и обратная связь. Тут же видишь еще в чем момент, что мы с тобой обсуждали, вот есть вопрос, типа, подумать об кого-то. По факту ты можешь думать об YouTube, ну, потому что там есть, типа, некий коллективный, собирательный какой-то организм. Главное, чтобы просто он не выплюнул в тебя яду слишком много, потому что люди-то по ту сторону экрана жестоки. Это знаменитый тоже исследованный феномен, называется эффект аквариума. Но он происходит не только с теми, кто там комментит, еще водители в машинах более агрессивно себя ведут, нежели чем обычно в жизни. Ну, короче, есть ряд таких вот явлений, когда человек просто вот, если накрыть его стеклом, и он как бы чувствует свою отделенность от внешнего мира, он становится более агрессивным, более дерзким, ну и вообще таким злым, что ли. Поэтому, как бы, знаешь, да, вот если в Ютубе фигачить, ну, я тоже так же думаю. То есть основная задача на самом деле это заполучить обратную связь. То есть ты как бы попадаешь в этот процесс думания большое количество людей. Главное просто, чтобы тебя не снесло в сторону, знаешь, там какого-то самобичевания, потому что особенно творческие люди, они, ну, подвержены вот этому процессу, какой-то такой типа самокритики жесткой. Но в любом случае меня всегда интересовал вопрос, знаешь, с талантом. То есть я до сих пор считаю, что талант и вообще любое творческое проявление — это и дар, и проклятие. Мы очень сильно хотим, чтобы оно у нас появилось, и вообще там типа быть творческим — это же круто. И многие люди на самом деле считают, что это прям супер-супер здорово.
А по факту получается, что ты реально становишься... рожаешь. Да, ты в постоянных родах, и это постоянный бесконечный болезненный процесс. Акушерки бегают вокруг, никто нихуя не понимает, что происходит. Из тебя льются воды. Кстати, есть метафора с родами прикольная, потому что когда ты что-то родил, этому надо дать имя. Этим надо еще долго заниматься, об этом надо долго заботиться. Одежку какую-то там прикупить, как-то кормить, короче. Ну, то есть, знаешь, вот это, наверное, про творчество прямо хорошая метафора, потому что обычно, ну, я знаю, что у тебя тоже есть такая проблема, что есть, типа, миллион треков, которые ты как-то зафиксировал, и дальше не развиваешь. То есть, это, по сути, вот, как бы, младенцы, которых ты там нарожал, они лежат, все кричат, такие, а ты ими не занимаешься. Такие, они там потихонечку гниют. Какую мрачную картину я изобразил. Так что творчество и вообще таланты – это большая ответственность. И я думаю, что из-за того, что у меня, допустим, не было раньше с этим связки, ну то есть, если ты обнаружил, что у тебя есть какой-то талант, это все равно, что тебе дали работу дополнительную, которую ты обязан выполнять, ты не можешь ее не выполнять, потому что ты должен свой талант реализовывать в жизнь. Короче, ты должен реализовывать его в жизни. Более того, мы к таланту относимся как к третьей руке, знаешь, которая просто по умолчанию есть. Вот она есть и есть. А на самом деле ни хрена, его надо развивать и по максимуму, как только можно. Потому что это твоя, типа, хо-хо-хо. Ебать. Сразу как немножко мистики. Карлос Кастанеда вспоминается, знаешь. Короче, талант... Это работа. Я вот к чему, я в что понял, что, понимаешь, как бы из-за того, что ты не берешь ответственность за свой талант, ты такой типа, ну у меня есть, ну вот я там то. Ты как человек впадаешь в некие крайности. Одна из крайностей, ты становишься таким, знаешь, надменным, во. То есть ты такой типа, да, я там типа что-то написал, да, что-то нарисовал, ой, да это хуйня на палке, да здесь еще триллион доделок и вся хуйня. Ну то есть это на самом деле проявление гордыни, и это смертный грех. И более того, получается штука, что ты должен за свой талант взять ответственность, а ты ее не берешь. И ты просто такой, вот он у меня есть, и все. И по факту люди, которые все-таки взяли за это ответственность, ну, мы ими потом и восхищаемся. Мне кажется, что человек, который осваивает свой талант, знаешь, такую пахоту прорабатывает, то есть, ого, там сверкнула молния. Видел? Это... Да, за тебя фиганула сейчас молния, там такой разряд был вообще. Охренеть. Значит, я скоро буду мокрый. Ну, короче, в общем, до меня дошла мысль, что, кажется, надо по-другому отнестись вообще к себе, как, ну, типа, к телу, которое у тебя есть, к талантам, которыми ты обладаешь, к вот этим неким, знаешь, установкам по дефолту. И для начала освоить их, ну, то есть найти вот этот мир, найти вот этот как бы баланс вот этих всех как бы твоих установок, в которых ты просто стабилен. И вот это фундамент, от которого ты можешь делать уже шаги в сторону мечты некой. Тебе же видится, что у тебя там вилла есть на Бали, да, своя собственная. Вот, типа вот этот шаг можно сделать только в момент и только тогда, когда ты имеешь вот мир и имеешь баланс со своим талантом, со своим телом, со своей персоной. То есть это как бы уже, знаешь, такое целостное существо, получается, будет шагать. Так как все это время до этого, ну, блин, мы с тобой сколько на сцене выступали, сколько раз у нас там концерты были и так далее, да, то есть, ну, ты, как и я, точно знаешь, что это такое, что ты вроде бы, знаешь, ну, концерты делаешь, а параллельно с этим у тебя есть какая-то как будто бы вторая жизнь, где у тебя там ответственность, дела, там, деньги какие-то, еще что-то, быт какой-то и все в этом духе. И получается, что ты в такой раздвоенности существуешь, и это, ну, нифига не здоровая тема, то есть это просто выжигает изнутри на 100%. По крайней мере, это то, что я заметил за собой. И вот только в 36 лет мне пришел такой некий ответ на тему того, как нужно себя, ну, наверное, вести. То есть, что можно с этим сделать. Блин, прикинь, у нас во дворе есть девчонка, которая выгуливает лису, блядь. Лису, Степа. Лису вот с таким хвостом огромным. Лису. What does the fuck? Да, вот does the fuck. Лису, представляешь, выгуливает. Я вообще в шоке. Ай, короче, дело к ночи. Но, естественно, если не удается идентифицировать свои таланты, потому что на самом деле мы не всегда их вообще понимаем. Талант, он же воспринимается как некий такой шаблон, знаешь, типа вот там музыкант, там художник, там писатель, какой-нибудь, знаешь, там инженер,
которого Бог в темечко поцеловал, знаешь, какой-нибудь танцор, певец, то есть вот это какие-то, знаешь, такие шаблоны, но на самом деле это ни хрена не таланты, это навыки, то есть это скиллы, ну вообще вот типа круто петь, скилл, но то, что делает крутое пение талантливым, это уже не пение, это что-то другое. И вот про это что-то другое, как правило, хуй кто рассказывает. То есть нету исследований талантов, то есть вообще. И плюс, если бы, знаешь, это была бы какая-то, ну, типа, вот один талант у всех людей. Вот ты его там в себе как-то включил, и ты теперь поешь не просто красиво и талантливо, то тогда бы все пели более-менее одинаково. Но люди талантливо поют по-разному. То есть получается, что, ну, как бы они используют разные таланты в себе. Я вот к чему. И это не связано с пением. Возможно, талант – это путь к этому источнику именно сил и энергии, потому что по факту вдохновение, ну, на мой взгляд, оно не требует вообще никаких сил. Для вдохновения тебе необходимо просто быть внимательным, иметь большую насмотренность. То есть вдохновение тренируется как, блядь, как на раз-два вообще, то есть делать нехуй. Но вот чтобы оно в принципе работало в тебе, тебе нужен ресурс. И не простой, а сверхресурс. То есть мало просто быть, знаешь, здоровым, отдохнувшим, каким-то, знаешь, там, полным сил. Тебе необходимо еще иметь какой-то вот этот доступ к некой другой силе, другого качества. И доступ к ней открывают таланты. А они, блядь, у всех супер разные. Мы с тобой вдвоем музыканты, да, то есть ты и я, мы владеем вот этим навыком создания музыки, фиксации музыки, аранжировки. То есть, в принципе, достаточно навыков, чтобы создать целую песню или целый альбом и так далее. Но то, что делает музыку талантливым, это не этот навык. И ты и я прекрасно это знаем. И, знаешь, как бы это в итоге на подкорке ты осознаешь просто, когда много-много этим занимаешься. И я могу тебе сказать, что в результате, ну, там, своих каких-то исследований я понял, что я, допустим, не могу сделать талантливую музыку в одиночку. То есть вот у меня есть особенность. Я офигительно круто реализуюсь, особенно в творческих проектах, если я это делаю об кого-то, относительно кого-то, да, поэтому у нас там с тобой возник этот разговор думать об кого-то. Возможно, у тебя тоже есть такое, да, может быть, нет, но... Я вообще не могу один делать. С кем-то всегда получается быстро, классно и хорошо. Ну, видишь, то есть, получается, это же не про музыку. То есть, ты можешь применить это, блядь, где угодно. Ну, то есть, фактически, там, чем бы ты ни занимался, ты такой про себя знаешь. Мне нужен кто-то. То есть, чтобы я свою мысль выразил, мне надо найти кого-то, и причем не просто найти, типа, блядь, знаешь, ну, заморочиться, то есть ты должен тонко понимать, а какой тип человека тебе нужен, чтобы вот именно вот там, ну, не знаю, знаешь, там, в IT это одно, да, в каких-то видеопрограммах, которые ты исследуешь, другое, да, то есть в музыке там третье, и получается, что, видишь, этот как бы талант, он дает тебе такой путь. Ну, и как такой, знаешь, шорткат он тебе дает, что ты можешь такой, блядь, все, я не буду там ебаться в одного, этим дрочевым заниматься, ты такой ментальной мастурбацией, просто ищу человека. И понимаешь, ну, как бы, вот про эти таланты я говорю, то есть их идентификация, это супер важная задача. Я тебя поэтому и спросил, типа, блядь, Степа, какие твои таланты? Ум. Да, у меня таланты странные. Люди даже не могут подумать о том, что такой талант может быть. И я даже сам не считаю, что это талант, типа, осваивать что-то быстро. И как будто это круто. Почему? Типа, я просто учусь. Ну, в смысле, открыл YouTube, вот тебе. А у людей, оказывается, проблемы. Ну, для меня вот очень... О, господи, последние 2 года очень напряженные, но очень знаковые в плане того, что, типа, захотел, выучил, сделал, сразу получил работу. Или просто находишь любую работу такой, ну, я могу это сделать. А люди не готовы тебе давать работу, если у тебя нет готовых примеров этой работы. Но вот мне как-то удается находить работу, которую люди готовы мне давать, ничего не умею. Это, конечно, иногда приводит к тому, что я не успеваю в сроки, которые люди ожидают, потому что если человек знает какие-то вещи, и знает, как это делать, то какие-то вещи можно сделать быстро. Но если ты ничего не знаешь, люди считают, что я медленно что-то делаю. А я с нуля изучаю какую-то огромную вещь по Unreal Engine. Там. Ну, видишь, как раз-таки, да, то есть надо, наверное, пояснить людям, там, о чем мы сейчас говорим. Дело в том, что мы тут коллективно вместе со Степой обнаружили, что у него есть супер талант, супер способность, которой нет у огромного количества людей.
и это невероятно быстрая обучаемость на любую вообще тему, которая кажется даже, ну, не знаю, там, такой требующий, не знаю, лет университета, там, возможно, каких-то. Твоя особенность, она, знаешь, даже не в том, что ты быстро учишься. Твоя особенность, что ты сразу же это применяешь. То есть, видишь, учиться-то можно по-разному. Есть многие люди, которые просто, типа, вот я учусь и учусь. Вот год, 2, 3, 5 учусь. А ты как бы такой, типа, взял кусок информации, такой, блядь, ну-ка поместим его сюда. И такой, типа, не работает, будем и учиться дальше. То есть, мне кажется, это на самом деле вот та особенность, которую мы там, как твой талант, обсуждаем. Потому что остальное, оно как бы, ну, мало ли кто еще умеет быстро учиться. Просто ты еще это применяешь. Не знаю, мне как-то даже стыдно это все обсуждать, потому что, мне кажется, это обычная вещь. Это как гордость, да, не стыдно, это просто гордость. Горжусь. Не гордость, Степа. Мне кажется, это обычная вещь. Не путай гордыню с гордостью, не путай. Это гордыня. Это разные вещи. Да, гордыня, okay. Ну да. Слушай, ну да, вот, ну, это ровно то, о чем я говорил, то есть, вот видишь, ты даже испытываешь какой-то конфуз, да, то есть, внутренний, тебе как-то неудобно даже про это говорить, обсуждать, и уж тем более, знаешь, неудобно, типа, говорить, бля, зацените, какая у меня есть штука, да, типа, прям пиарить эту тему, да, то есть, как будто бы это такое что-то, типа, да, и ты пытаешься это скрыть каждый раз, типа, принизить, а на самом деле, возможно, это неправильный путь, по крайней мере. Возможно, стоит, знаешь, это вынести вперед, поместить на там охуенное там серебряное блюдечко, поставить софиты, подсветить это и максимально всем, типа, при каждой встрече говорить, зацени, что умею, зацени, что могу, я так могу, ты не можешь. И, возможно, это путь. Вот есть люди, которые подают свои навыки вот подобным образом, что типа, а я-то вот могу. Ты-то не можешь, а я-то вот могу, я тебе сейчас расскажу, как это все делается. И мне такой подход не нравится, потому что, чувак, я могу. Ты то, что ты можешь, это какая-то хрень вообще. Я могу сильно лучше, а ты мне что-то рассказываешь, задвигаешь, как будто это классно. Поэтому надо какой-то баланс между всем этим держать, так, чтобы, типа, просто рассказывать, смотрите, я умею такую штуку, давайте я покажу, как это делать. А не так, что, типа, ты говно, а я крутой. Нет, ну я не имел в виду, что нужно говорить, что люди говно при этом. То есть я имею в виду, что ты даже и естественное вот это как бы самопродвижение этого естественного не делаешь. Как именно ты его будешь делать, это вообще не имеет значения, но ты его главное делай. Я сейчас не про тебя говорю, я говорю про себя в том числе. То есть есть вещи, которые мне кажутся, ну вот, допустим, я сейчас свою подругу Лену обучаю английскому языку. То есть я же на самом деле говорю, ну, спокойно на английском. Ты что думаешь, кто-то про это знает? Да из моего окружения даже никто не в курсе. Там люди, с которыми я в одном подъезде живу вообще. То есть они когда обнаруживают, такие, да? Я такой, блядь, ну это кажется плохой знак, потому что это ведь на самом деле есть у меня. Ну то есть почему я этим не пользуюсь? Как будто бы в себе хороню, знаешь, что эти таланты таким образом и замалчиваю их, типа, знаешь, это как какой-то плохой родственник, который ограбил банк и умер, и про него теперь никто не говорит, как будто бы его не было в семье, вот типа того, знаешь. Не знаю, английский тоже стыдный факт. По мне так, это стыдно гордиться тем, что ты знаешь английский, потому что, ну, типа, все знают английский, ты чё, все говорят по-русски. Но видишь, это как раз-таки твое предубеждение. Ну, то есть, ты знаешь все равно, что вот у тебя есть руки, значит, и у всех есть руки. Но есть люди, которым руки нахуй оторвало, знаешь, типа, вот их называют инвалиды, они без рук. У них совсем другая жизнь, другой мир, другие там парадигмы и так далее. И, наверное, да, там, приходить к безруким людям и хвастаться руками, это как бы, ну, так себе дело. Но когда у людей есть руки, и ты среди них самый рукастый, блядь, нет ничего такого, чтобы сказать, зацените, у меня самые рукастые руки. Просто я, ну, видишь, я про это и топлю, что как раз-таки талант – это твои вот эти как бы суперспособности, но они, так как они даны вот именно тебе, они даны вот с такой эффективностью колоссальной, которая в итоге заставляет тебя думать, что, это же так, как дышать. На самом деле, насчет английского языка, я, наверное, знаю английский язык. И я как-то тест прошел, какой-то на 15 минут короткий тест по английскому, чтобы примерно определить примерный уровень. Не IELTS какой-нибудь, а так, просто тестик. И мне он говорит, у вас, типа, примерно C2. Я такой, окей, что такое C2? Смотрю, это максимальный уровень из этой классификации. Да-да. Я такой, в какой-то момент чувак говорит, что, типа, вот у меня есть работа, типа, нужен английский. Я говорю, я вроде знаю английский. Он говорит, там нужен, нормальный английский, типа, какой у тебя уровень?
Я такой, ну типа C2, наверное. Ну, имея в виду, что такой, ну, обычный. Он такой, ну это типа нормально. У меня есть факт забавный, что я был в Америке, я был в Вашингтоне, и в Капитолии я был, в этом здании с куполом. Там меня на обед позвал конгрессмен, представитель Алабамы. Вот про этот факт никто не знает, мне кажется, потому что я не хожу, не говорю об этом. Я иногда вспоминаю такой, типа, что? Как так? Да. И людям как будто даже непонятно, что это значит. Ну, типа, что это? Насколько это маловероятно. Угу. На самом деле, все, что мы с тобой обсуждаем, это вопрос по факту такой сонастройки. Вот, ну, я понял, что есть как бы вот эти какие-то таланты, способности, и есть вот эта фраза «быть собой», и что кажется, в том формате, в котором я раньше это все осмыслял, это не работающие инструменты. И надо их сделать работающими, потому что все равно таланты есть. Блядь, Стёп, ты не поверишь, есть люди, у которых нет талантов. Вот просто представь себе это. И я тебе более того скажу. Которые в Твиттере пишут, да в смысле не сидеть в Инстаграме, типа, а что еще делать-то? В смысле вы рилзы не смотрите? А что вы делаете? Да. Я немножко охренел от такого. Понимаешь, и поэтому, когда ты говоришь там, типа, что вот там рассказывать там про свое знание английского, это типа, ну такое, блядь, дружище, 90% людей потенциально просто сидят реально в рилс и удивляются, что ты вообще там что-то знаешь. Ты там, знаешь, за этот год изучил такое количество различных новых явлений для себя, еще там на выставке «Россия», да, там уже твои творческие работы есть, а ты там 2 недели назад начал просто этим заниматься, понимаешь? Вот такой ты чувак, и мне кажется, что в смысле, ничего зазорного нет в том, чтобы всем про это рассказывать на каждом углу вообще. Я, кстати, предлагаю вообще этот проект с выставкой России обсудить. Да, вот надо прямо. осветить. Ну да, то есть просто взять, посмотреть, там, ты там поставишь у себя там захват экрана, снимешь, что ты там сделал. Я же толком-то и не видел, потому что я, ну, не был на выставке Россия. То есть мы что-то для нее сделали и вдвоем там не оказались, поэтому как бы... Но мне там видео присылали знакомые, то есть мне тут чувак выслал, что, типа, Димон, это мох Димона Мо, я его знаю, вся штука. Димасик, специально для тебя. Ты красавчик. Это твой мох здесь использовали для того, чтобы сделать вот такую крутейшую инсталляцию. Тем, кто не знает, Дима Мо, это твой мох, короче, брат, давай, вообще ты просто красавец. Просто бомбически все сделали, дизайнер просто постарался, класс. Я, короче, ржал по-страшному просто. Как бы об этом-то и вопрос. То есть твои таланты — это то, что необходимо использовать ежедневно. То есть они, знаешь, они как машина. То есть вот если машину не использовать, она со временем ржавеет, в ней вот эти узлы там высыхают, масла, еще что-то, и она как бы в итоге не ездит. То есть ты мог ее новую поставить, офигенную. Проблема, что благодаря тому таланту, что быстро всему учишься, у тебя появляется куча талантов, которыми надо всеми заниматься. Все постоянно смазывать. А вот немножко это на гитаре момент. поиграл, немножко на музыке поделал, немножко по видео помонтировал, немножко на английском поговорил, немножко вдруг вообще стал переводчиком. У меня есть рандомные, очень непонятные факты. Я думаю, что надо просто список каких-то фактов собрать. Я однажды работал переводчиком для водителей Top Gear. И вот приезжали в Новосибирск, и я там был для них переводчик. При этом у меня уровень тогда был не то чтобы сильно высокий, но я, покатался в этих... Это каскадеры Top Gear. И они делали, типа, на Ниссанах Жуках всякие эти формы. Ну, типа, 2 тачки стоит, другая разгоняется, влетает между ними и паркуется. И я был в этой тачке внутри во время шоу. Это забавное ощущение. И вот мне на самом деле нравится жить такой жизнью, когда ты живешь разные жизни параллельно. Это на самом деле причина, почему мне нравилось заниматься видеосъемкой. Мне нравилось снимать видео, потому что, ну, во-первых, тебе нормально платят там в час. Меня впервые, прежде всего, это привлекло. А потом казалось, что ты начинаешь подглядывать за жизнью самых разных людей. То пошел там в супермаркете, поснимал, как ценники развешивают, то поснимал там какой-нибудь хоккейный матч, то какой-нибудь концерт снял, то пошел поснимал какого-то бизнесмена, который там что-то открыл, то поснимал, ну, типа, постоянно всякие разные вещи. И таким образом я тоже, знаешь, расширяешь свой багаж знаний о мире. Вот мне нравится познавать Вселенную, понимать, как она работает. И потому что я понимаю, что вот ты изучил какое-то дело, понял 25% про Вселенную, изучил другое дело, изучил еще там 15% поверх, и оно все наслаивается. И все раз, когда ты приходишь, изучаешь какую-то новую вещь, ты такой, типа, да, это тут все понятно. Ну, типа, какие-то базовые штуки видишь, и уже понимаешь, что все устроено одинаково. А для людей это, типа, да ты что, ты же вообще никогда не работал
ты типа не можешь ничего знать. И они не верят, что тебе это может быть просто. У меня Да. просто есть друг, которому я часто говорю, да блин, это фигня, это просто. И он такой, ни хрена не просто. У нас прям конфликт был на тему того, что он зацепился за это слово просто. Потому что я все считаю, что просто. Для меня квантовая физика, это просто. Пошел, разобрался. Ну да, прикольно. Ну. Видишь, это же вопрос на самом деле не в реальной сложности или простоте, это реально вопрос мировоззрения. Вот есть чувак, у которого мировоззрение, что все сложно, и нужно типа пройти какие-то страдания, и чтобы что-то там, какой-то навык получить или что-то понять. А у тебя другое мировоззрение, поэтому у тебя все просто, у него все сложно. Вот так вот просто. Опять-таки, да, то есть если вот озвучивать свой талант, вот он у тебя есть, да, вот даже ты сейчас сам, мы просто, смотри, его просто проговариваем с тобой, а ты по факту уже и знаешь, что, видимо, его можно максимально применить в такой деятельности, которая очень сильно разноплановая, типа съемки кино, да, потому что в кино всегда есть, типа, задачи какие-то такие новые постоянно, да, это все время исследование какой-то новой темы, там, даже не то, что в кино, а просто вот в съемках, да, там, какие бы они ни были, там, рекламные, нерекламные, то есть... Можно я буду рандомные факты из своей жизни вкидывать? Потому что я снимался в кино. Типа, я еще и актером был. Ну, типа, какие-то такие странные вещи. Короче, я не знаю, как я туда попал. Не знаю, этот фильм вышел в итоге или нет, но там прям нормальные съемки были. Мы заранее готовились. Он даже сводил в Москве на Мосфильм, показал студию, какой-то короткий мастер-класс дал и нарядил нас в монахов. И мы сыграли небольшой эпизод. Это было забавно. Все, поехали дальше. Кино — это интересная тема, конечно. Видишь, сколько драйва у тебя вызывают эти воспоминания, да, Да. то есть, и ты сам для себя сейчас, обнаруживаешь, хотя не то, что обнаруживаешь, ты и так это знаешь, но просто так как ты это все время замалчиваешь, никогда про это не говоришь, по сути, для тебя это вот сейчас такое, типа, откровение. Да я люблю, чтобы жизнь была супер разная, чтобы ее исследовать, изучать, как бы, понимаешь, что-то не ученый тогда, не знаю, или там какой-нибудь менеджер в наукоемком каком-нибудь месте, то есть, видишь, это сам формат просто даже проговаривания своего таланта, он вызывает у тебя огромное количество отдачи. Ты начинаешь вспоминать, у тебя там появляются эмоции на ровном месте. Сечешь, Степ, это не про музыку. Это не про музыку. Но наука почему-то мне не интересна, я не знаю. Так вот сильно. Просто меня, наверное, образы всех этих ученых смущают. Типа, я учился в классном месте, где наукой просто цвела и пахла отовсюду. Но меня тянуло только в музыку. Тут вообще это не так важно, типа наука, это будет там, кино, еще что-то. Важно, что просто у тебя есть понимание вот этого как бы качества. И важно еще про него постоянно со всеми говорить, чтобы все про него знали. Ты же никому не рассказываешь. У тебя куда как больше звонков бы просто тупо поступало, когда люди бы могли провести вот эту прямую линию между тем, что им надо, и тобой, потому что ты потенциально здесь, возможно, реализуешь их как бы задачи какие-то и так далее. Или будешь помощником, или через тебя что-то придет. Об этом-то и есть, понимаешь, когда талант, он не зазорен, не прикрыт, не спрятан, когда он чист, осознан, и когда ты не пытаешься, знаешь, типа решить, что ты это какая-то профессия или какой-то скилл, типа как музыка, да похуй на музыку, то есть, музыка и музыка, ладно, но само по себе, то есть я почему так говорю, потому что для меня это тоже открытие в жизни, в 36 лет, для меня это открытие, я такой, типа, музыка, блядь, она вообще не важна. Ты особенный чувак. Это музыке надо тебе спасибо говорить, что ты ее выбрал, понимаешь? Не наоборот. Не то, что ты такой, типа, блядь, я занимаюсь музыкой. Ты такое божество невероятное. Это проблема. Это проблема у многих людей. Вопрос нереализованности талантов, как бы и то, что мы их путаем с профессиями, путаем с навыками, путаем с чужими примерами, да, потому что мы там смотрим на какой-нибудь инстаграм певца, да, и такие, о, да, вот он шаблон жизни, которым я хочу жить. Но там непонятно, а какие таланты этот чувак использует. Может быть, мы с тобой вообще, знаешь, Степ, должны фигачить миллион стартапов, потому что мы с тобой идеальные открывашки. Но при этом и тебе, и мне неинтересно долго заниматься чем-то. Раньше я сидел и думал, блядь, как это исправить? Типа, это плохо, что мне долго неинтересно чем-то заниматься. Это неправильно. Бля, почему неправильно? Значит, нужно что-то стартапить и продавать кому-то. Когда ты чисто и четко понимаешь свою функцию, когда ты понимаешь свои таланты, что ты здесь максимально эффективен, и не пытаешься развивать себя в ту сторону, в которой ты не эффективен, не реализуешься, где у тебя нету вот этих вшитых твоих предрасположенностей, ты максимально помогаешь миру.
И это для меня как раз-таки вот сейчас супер инсайт. Я такой типа, блядь, я столько лет пытался из слона сделать бабочку просто. Понимаешь, я такой сижу, и это вроде бы, знаешь, это вот... Сейчас, наверное, люди, которые вот послушают подкаст, они такие типа, бля, ну это ж очевидно. Я могу вам сказать, товарищи, вот все, кто сейчас подумал, идите нахуй вообще просто. Да, это очевидно. Это очевидно, знаешь, как любая прописная истина, которую ты читаешь, такой, да, очевидно. А ты поди проживи ее. Ты поди, пойми ее на собственной шкуре, поди, примени это в жизни, поди при помощи этой, сука, истины сделай свою жизнь, ну, типа, более успешной, более интересной, там, более быстрой, я не знаю, красочной и так далее. А то, что ты там понимаешь слова, и тебе там мозг подсказывает, что это, типа, очевидно, это вообще ничего не значит. Это вообще смешно, что ты можешь прийти к какому-то выводу, говоришь его кому-нибудь, он говорит, ну да. И ты сам понимаешь, ну как бы да. Если бы мне кто-то такое сказал, я бы тоже сказал, ну да. Но ты, когда приходишь к этому и осознаешь, что вообще другой. Да. Этот человек никогда не поймет, что ты осознал. Да, так и есть, потому что есть вещи прожитые тобой, ну простые, банальные даже вещи, вот знаешь, когда там говорят, там вот любовь. Ну, каждый человек, который там читал книжки, смотрел фильмы, он видел много вариантов там этой любви, как она там изображена. Огромное количество талантливых писателей описывают любовь, да причем так круто, как ты сам ее никогда бы в жизни не описал. И у тебя нету такого типа мастерства так круто описать. Там режиссеры снимают охуенные фильмы. Но когда ты сам влюбляешься, это, блядь, не... Это вот все, что было до этого, рядом не стоит. Хотя у тебя, возможно, совершенно простая какая-то история, знаешь, но с твоей перспективы эта любовь, она такая любовь, блядь. И то же самое вот с этими, знаешь, прописными истинами или вот этими открытиями, которыми я сейчас делюсь, возможно, дорогие слушатели, для кого-то из вас это, конечно, банальность. Но если вы эту банальность не прожили, и вы пришли к ней просто через понимание, через мозг, или что-то почитали, или от кого-то услышали, но сами не получили инсайт из своей жизни, вы нихуя не понимаете. Это не понимание. Это просто у вас есть, типа, ну, знание, вы что-то знаете. Представление. Да, представление, вы представляете. Вот, кстати, наверное, самое правильное слово – представлять. Но по факту я вот, ну, для себя, конечно, вот эти все вещи, ну... Лучше один раз увидеть, чем 100 раз слышать. Да, так и есть. И знаешь, да, наверное, вот еще же видишь, как бы тут момент такой, я понял про себя, что просто у меня вот есть вот это уже выработанный навык, то есть раньше я еще боялся ошибаться, боялся ошибок, и уж тем более боялся их признавать. А сейчас, ну то есть я вот уже лет 12 последних, я прям помню в момент, когда у меня случилось, это меня щелкнуло, я такой типа, блядь, так ошибаться нормально. Ошибаться норм, ну типа я имею право ошибаться. Ошибаться нужно. Да, ну типа... И ты такой, типа, оказывается, это не зазорно. То есть меня наебали в школе. Меня так этими ошибками запугали. Интересный факт, что ты сначала такой, так ошибаться можно. Потом ты такой, ошибаться типа нормально. Ошибаться типа помогай. Ошибаться нужно обязательно. Типа, да. тебе, если ты хочешь level up, тебе нужно ошибиться. И ты такой сразу, хочу ошибку. И ты такой сразу просто с головой врезаешься в стену, чтобы просто знать, что это действительно плохо. А вдруг ты в другой мир попадешь? Нет, надо один раз удариться об стену. Вот сейчас, допустим, я понимаю, что, возможно, все, что я делал до этого, это ошибка. И это нормально. Ну, то есть, и да, ну, я мог... Блять, шанс, что я ошибился, он высок. Со всеми моими предыдущими делами, с тем, как я организовывал там проекты, бизнесы, там, музыкальные команды. То есть это все могло быть ошибкой просто по той простой причине, что я делал это не на своих встроенных талантах. Я делал это через представления, через чужие подсказки. Поэтому литература самопомощи вредна. Парадокс заключается в том, что ты читаешь чужие примеры, такой, да, вот так надо, точно, да, тебя убеждает человек в этом. Ты начинаешь так действовать, и это против твоих талантов, это против твоих встроенных особенностей, это против твоей всей конституции, блядь. Я просто так не читаю литературу самопомощи. Я читаю ее так, что типа, этот человек так подумал, могу ли я это? Что-то нет. Пойду дальше посмотрю. В смысле, у меня никогда не было такого формата, что типа, вот так это на самом деле, вот так. Видишь, Степа?
Вот сейчас в тебе говорит твой талант, в тебе говорит та твоя особенность, и вот ты такой говоришь, типа, да я вот вообще так к этому не отношусь. Поверь мне, ты редкое исключение из правил. А для многих людей это вообще не так. Аня тут вернулась с вечеринки, с дня рождения. И у нас был очень откровенный разговор, в котором тоже похожие темы затрагивались, что я уникальный в том, что люди живут паттернами. Что людям сказали, что вот такая вот задача решается вот так вот. Чтобы ручка открылась, ты ее нажал, она открылась. А Степа подходит, дверь пинает, ну там всякое разное. Да, Все да. пробует. И находит другие способы, по-своему. И для меня это привычность. Я предпочитаю сложным путем проходить, потому что я понимаю, что я больше опыта получу. Ты находишь какие-то вот эти вот мелочи, которые люди, которым инструкторы помогают, они им недоступны. Они, конечно, знают, как это сделать, но если что-то пойдет иначе, у них все сломается. А я такой, мы это проходили. Тут есть побочные эффекты. Я трачу очень много времени на это. Для меня открытием становится то, что людям. И зато у меня выработана вот эта привычка сразу быстро учиться благодаря этому. Из-за того, что я такой, талантливый в этом деле, мне тяжело жить с людьми, общаться с людьми. У меня есть такой момент, что мне вообще посрать на мнение людей. У меня, из-за этого низкая эмпатия. Много побочных эффектов у талантов. Так что быть талантливым не то чтобы классно. Это ноша. Это, конечно, спойлер будет. Я не скажу, к какому сериалу. Итоговой мыслью 2 сезонов стало то, что ты выбираешь ношу. Делая выбор, ты не выбираешь, избавиться от ноши или как-то пытаться найти решение. Ага. Ты выбираешь ношу. Если ты выбираешь одно, то ты проваливаешься в другом, но здесь получаешь. А если выбираешь другое, то у тебя там провал. Мы всегда выбираем только положительные, да, там какие-то стороны той или иной деятельности. И никогда не выбираем отрицательные ее стороны, да, то есть, потому что никто, как правило, говоря про музыку, не говорит про побочные вот эти все результаты, что вместе с этим тебе придется проходить через это, да, то есть, или жертвовать вот этим. Это вообще отдельная тема, мне кажется, мы должны ее отдельно разогнать, про процесс выбора и про Можно почему... я только одну вещь скажу про музыку? Я в определенный момент пришел к мысли, что заниматься музыкой — это лакшери. Это лакшери, так и есть. Могу работать за месяц, заработать 700 тысяч, а хочу музыкой заниматься. И я позволяю себе заниматься музыкой. При этом... по сути, ты платишь 700 тысяч мое занятие за то, чтобы... Да, я плачу за это очень дорогую цену. Да, так и есть. А люди не понимают это. Они не должны, Да, не да, обязаны конечно. понимать это. Ты как раз-таки в этом-то и суть, что это мы с тобой стремимся к какому-то пониманию для того, чтобы найти баланс. Но это не единственный путь найти баланс, и вообще наличие баланса — это не обязательное условие для жизни. Это мы с тобой озабочены вопросом вот этой синхронности между формой, содержанием, намерением и внутренними конфигурациями личности, да, что надо идеально, чтобы был этот, водородный взрыв. Люди слушают инстасамку, все. И то, что ты еще говорил, относительно выбора, да, в плане талантов тут, другая история. Ты ничего не выбираешь, они у тебя просто есть. Они в тебе формируются, какие-то генетические, какие-то за счет того, что у тебя семья, социум, в котором ты рос, какие-то условия. Но сложность в том, что тебе надо их идентифицировать, то есть тебе надо их в себе найти, понять, и что самое непростое — принять. Потому что, как правило, это мы с тобой вообще вечная тема, как правило, они в конфликте с твоим собственным представлением о том, как это должно быть, о чем ты хочешь заниматься, и так далее. И да, возможно, нам, возможно, нам нужно было, когда у нас эмергенза происходила, когда мы второе место заняли, в этот момент нам надо было с тобой посмотреть друг на друга и такие, делаем продюсерский центр. Мы просто запускаем миллион команд, и, и не пытаться строить эту амбицию какую-то и так далее, а эту всю музыку, этот весь опыт, который у тебя, у меня коллективно есть, просто вложить в миллионы разных команд, и мы, может быть, уже были бы какими-нибудь продюсерами очередной Клавы Коки, не знаю, еще кого-то и так далее. Но, так как таланты были не идентифицированы... давай. Интересный факт. В 2017 году, когда Машами заняла 2 место, 1 место заняла группа 8 по Гринвичу. И я не играл ни там, ни там. Но через год я играл и там, и там. Кстати, да.
Кстати, точно. Блин, но знаешь, как раз-таки вот меня, вот этот пример, ну, который тебе и мне понятен, я не знаю, понятен он там слушателям или нет, но мне вот это открывает дверку такую в другой совершенно способ жизни. То есть, когда ты не бежишь от себя, не переделываешь себя, не пытаешься строить из себя что-то, чем ты не являешься, а ты, наоборот, максимально себя реализуешь. И вот раньше мне было непонятно, что такое самореализация, а теперь я нашел очень конкретный, понятный мне, по крайней мере, ответ, что самореализация – это когда ты вот знаешь вот эти все вещи про себя, которые мы тут долго обсуждаем, и когда ты их не просто применяешь, ты их пестуешь, ты их, даже если тебе они там не нравятся, все равно ты понимаешь, что ну, вряд ли ты от них избавишься, невозможно такую хирургическую операцию провести, там удалить себе одно, пришить другое, но ты их как бы максимально задействуешь, то есть это твои как бы боевые оружия, это твои патроны, это твои, ну что хочешь, да, то есть это вот твои инструменты. И где конкретно они применяются, тут уже твоя свобода, да, ты можешь решить музыка, ты можешь решить там кино, ты можешь решить бизнес, ты можешь решить еще что-то, но решай это именно тем способом, именно так, как тебе предначертано, по своим, сообразно своим вот этим особенностям. И раньше я этого не понимал, и до сих пор как бы мне непросто, потому что эта мысль, она должна укорениться, и это должен быть ежедневный чекап такой, ну, иначе ты все равно скатываешься в какую-то вот в этот блуд. Я хотел сказать еще, что свет у меня погас. Это знак. Надо не забыть лампу. Теперь у тебя теперь картинка, как в фильмах ужасов, все. Ребят, я пришел, короче, я не знаю, они гнались за мной. На этом закончился подкаст. Главное, со скалы не упасть. Но вот сейчас надо мной висит тот факт, что я... Короче, было мероприятие, ну это Ambisonic, типа 8 колонок вокруг, сидишь в центре, и у тебя звук летает вокруг. Ну и презентация. И ребята начинают это все презентовать, и на второй же фотке я смотрю я на этой презентации. Я пришел на какой-то, к кому-то на презентацию, а там я на фотке. Потому что там типа концертная площадка, которая была год назад, Лампу, это был типа местный Burning Man. И я вот пробрался на сцену и отыграл концерт для меня. И в итоге мы познакомились с основателем компании прокатной, и у них куча оборудования, и я смотрю, он показывает на телефоне там кому-то какие-то классные визуализации всяких штук. И я понимаю, что это опять тач-дизайнер, вот этот, который я начал изучать. Ну, я говорю, а вот, типа, я тоже такие штуки делаю. Он говорит, да, классно, а что, ну, короче, начинаем развивать тему, типа, приезжай на склад, я покажу, у нас там куча есть LED-бары, 1100 штук. Вот, ну, что, я к ним приехал, и в итоге оказалось, что у них, типа, есть чувак, который занимается тач-дизайнером, но нужен чувак-визуализатор. Типа, они делают инсталляции, и нужно их визуализировать. И вот Unreal Engine, а я как раз знаю Unreal Engine, и вот как раз это мне подходит. И я вот отошел, пока от этого занимаюсь всякой музыкой, но вот меня сверлит эта мысль, что мне нужно этим заниматься. Типа, надо пойти и делать, потому что этого от меня требует вселенная. И вот ты как раз об этом во всем говоришь. Да. Это то, что ты должен делать. Нет, смотри, Степ, не просто тебе надо этим заниматься, это твоя обязанность. То есть, понимаешь, вот ты родился в этот мир с обязанностями. Вот у тебя налог от вселенной на тебя в виде дел, и ты должен этот налог платить. Это я так к этому отношусь. Иначе пизда всему. Соответственно, если ты налог платишь и не пытаешься страдать, и относишься к этому как к такой повинности, ну понятно, вот ты же когда покупаешь продукты там в Индонезии, не сидишь и не думаешь, типа, блядь, сраное индонезийское государство, НДС ебаный свой ввело, я хочу дешевле. Вот, и тут же подкатывает возможность, что скоро приезжает Иван Дорн, и он в новогоднюю ночь вот в этом клубе, рядом с которым я сижу, будет играть. И типа они хотят сделать для него какую-нибудь инсталляцию. И у нас кто занимается инсталляциями? Аня занимается инсталляциями. И кто их буду визуализировать? Я их буду визуализировать. А сегодня я еще увидел, буквально только что перед выездом в Инстаграме, что есть на Бали город Нуану, это в котором, собственно, Лампу проходил, Burning Man местный, в котором Сукарентал, собственно, основан, и в котором это все активно развивается, творческая не площадка, а город, творческий город строит русский чувак. И там как раз открывается сейчас конкурс на инсталляции. А Аня опять любит делать инсталляции, там типа 100 миллионов, это 600 тысяч рублей разыгрывают на 6 человек, чтобы понастроить всякие классные инсталляции. Ну, видишь, короче, я тебе про это и говорю, наша что... тема. Да, что, как смотри, ну,
То есть, если ты понял, вот, ну, по факту, сейчас на самом деле таким странным образом вырисовывается некая система по самореализации. Ну, то есть, я вот вдруг понял какую-то пошаговую такую модель, и, ну, по крайней мере, на что можно обратить внимание, и как это, типа, применить можно. И получается, что если ты действительно, ну, отдаешь себе отчет, вот у тебя есть запрос от Вселенной на тебя, да, эти дела там, возможно, не дела твоей мечты, но если к этому относиться просто как к повинности, типа, да, налог, все, я плачу этот налог, это моя плата, она вот такая, никаких, как бы, блядь, Вселенная, ну, типа, нету у меня претензий, я заплатил свой налог, да, на жизнь, на свою. То тогда все остальное, что тебе хочется, оно будет реализовано. Потому что, ну, ты же тут откликаешься, ты выдаешь эту ценность, ты помогаешь всем происходящим, ну, своими делами, Вселенной этой помогаешь, все. Вопросы сняты. По крайней мере, у меня такое предположение. То есть я не могу сказать, что я, например, такой образ жизни там пропрактиковал, и теперь у меня есть там типа, блядь, вот там точно гарантированно вот я все это понял. Нет. Но, по крайней мере, я заметил, что когда я так поступаю, у меня происходит все наилучшим образом. Когда я начинаю выебываться и выкобениваться, да, там строить из себя, там корчить непонятно что, сижу, страдаю, типа, да за что, да почему и так далее, а на самом деле я знаю за что и почему, просто потому что я не реализую то, что от меня требуется по вот этой повинности. И все. И все. А дальше тебе надо понять свои таланты, да, и там все, жизнь это полная тотальная свобода, вперед, гоу, никаких вопросов к этому нет. И возможно, знаешь, еще как бы вот мне, почему еще я про это с тобой говорю, эта мысль, она помогает просто убрать огромное количество ненужных вот этих эмоциональных перепадов. То есть, да, там ты, возможно, сядешь готовить там визуал в Unreal Engine, наверняка будут какие-то сложности, не будет хотеться в какой-то момент и так далее, но ты вспоминаешь такой, блядь, ну это такой налог, надо просто сделать, его надо просто отдать. Да, он еще неплохо оплачивается, на секундочку, в твоем случае, да? Ну, чё бы не отдать. Ох, я налогов заплатил последние 1,5 года. Ну, ты хочешь другую жизнь. Ну, да, я на Бали. Ну, да, ты хочешь другую жизнь, естественно, ты многое поменял, и да, тебе, видишь, как бы приходится платить много налогов. Кому-то меньше. Понятно, что если у тебя там вдруг там станет цель, ты как Илон Маск будешь запускать людей на Марс, наверное, тебе придется ебать, как много заплатить за это. You never know. Аня хочет сделать гостиницу на орбите. Что сделать? Гостиницу на орбите. В космосе. Нихуя себе. Значит, надо делать, да? На самом деле надо делать, надо объявить про это миру, нужно сделать рендеры. То есть, если тебе очень сильно хочется, занимайся этим в свободное время, показывай свои намерения, и все будет складываться в нужную для тебя сторону. Может быть, это будет, конечно, не гостиница на орбите, а может и гостиница на орбите, технологии так развиваются, что, блядь. Может быть, это будет гостиница, которая выглядит как гостиница на орбите, но все-таки на Земле, но при этом, ну, она будет реализована как дизайн, да. Как, знаешь, вот я каждый раз, когда про это думаю, я понимаю, что все-таки твоя задача, она всегда быть вот в этом рапорте с самим собой. То есть должен быть на связи с собой в первую очередь. И все время сверяться с собой. И возможно, только при условии, вот, что ты все понял из того, что мы раньше обсудили. Короче, езжай на своем байке домой, я тоже пойду, у меня еще мои повинности, как говорится. Но, кстати, вот этот наш с тобой разговор, это моя повинность, то есть я так вот должен откликаться. И видишь, ты же получаешь пользу от этого. Я просто играю роль, чтобы об меня думали. Подсукиваю немножко. Ну, так и есть, да. Но я не скрываю, Степ, я не скрываю. Предлагаю в следующем ролике как раз-таки поговорить про про феномен, подумать об кого-то вообще. Мне кажется, что это интересно тоже может быть. Короче, с вами были Дима и Степа. Мы простые чуваки, друзья. Мы сейчас находимся на разных континентах. Степа на Бали, я в Санкт-Петербурге. Нас очень сильно интересует вопрос самореализации, и мы активные такие поборники идеи того, что нужно свои таланты применять, что нужно реализовывать творчество, нужно жить не шаблонно. Как раз таки есть творческая жизнь, это жизнь не шаблонная. Все, пока!